Привет, друзья! Выбираете ноутбук, но не готовы переплачивать за имя? Знакомая ситуация. Сегодня разберем два устройства: Flashbook Lite и Lenovo IP1. Схожие характеристики, но разница в цене 6000 рублей. Узнаем, может ли бюджетник обойти по мощности известный бренд. Недорогой Flashbook Lite позиционируется как доступная альтернатива топовым брендам, но как он выглядит на фоне Lenovo? Проверим дизайн, железо, производительность, конечно же, цену. Подписывайтесь на канал. Поехали! Оба ноутбука выполнены в сером корпусе из пластика. У Lenovo это гладкая поверхность, а у Flashbook Lite более шершавая под металл. Выглядит это более современно, в духе последних трендов матовых материалов. Плюс дизайн флешбука построен так, что визуально он кажется еще более тонким, чем на самом деле. Выглядит одновременно и строго, и современно. По размерам корпусов они очень похожи. Габариты ноутбуков вы видите на своем экране. И обратите внимание на клавиатуру. На флешбук она занимает всю поверхность. Клавиши большие и приятно нажимаются. Выглядит клавиатура более серьезно, чем на Lenovo. И самое крутое — это тачпад. Посмотрите, насколько он больше у флешбук. Я уже много лет почти не пользуюсь мышкой при работе за ноутбуком. И поверьте мне, в повседневной работе такая разница в размерах тачпада очень ощущается. Вот уж где точно размер имеет значение. Оба ноутбука работают на процессоре Intel, но Flashbook Lite оснащен Intel Pentium G3710 с частотой до 2,6 ГГц, 4 ядра, а Lenovo это Celeron N4020, всего 2 ядра по 2,8 ГГц. Казалось бы, паритет? Не совсем. У Flashbook Lite 4 ядра, а значит в Geekbench 5 в мультикор процессор набирает больше баллов и с многозадачностью будет справляться куда лучше. Нагревается процессор Pentium тоже меньше, максималки достигает 90 градусов против 105 градусов у Celeron, у Lenovo, а значит и прослужит процессор дольше. Максимальная частота видеоядра Intel HD Graphics 405 у Flashbook Lite выше, 740 МГц против 650 у Lenovo. Здесь установлен Intel Graphics 600. Игры на Flashbook Lite идут вполне сносно, но, конечно же, не новинки. По плавности выглядят они лучше, чем на более бюджетном Flashbook Lite NC14G, о котором я рассказывал ранее. Даже в метро Full HD запустилось не в таком страшном слайд-шоу, но все-таки в слайд-шоу. А все игры постарее, такие как Half-Life или Medal of Honor, пойдут на ура. В них можно будет поиграть на этом большом экране. Для интереса запущенный Doom Eternal показал тоже себя не с лучшей стороны, но это и очевидно. Все-таки мы имеем дело с бюджетным решением, и только то, что такие игры запустились на данном ноутбуке, уже нужно говорить спасибо. Но радует то, что всегда можно найти во что поиграть на этом большом 15-дюймовом экране. В целом ноутбук, конечно же, не для игр, а для офисной работы. Word, Excel, немного фотошопа — самое то для этого тонкого ноутбука. Да и на удаленке удобно будет за ним сидеть, ведь 15-дюймовый экран подходит для этого на все 100%. И появляется закономерный вопрос: зачем платить больше, если можно сэкономить на бренде и получить схожую мощность и экран? Еще и поставляется Lenovo в основном без операционной системы, а на всех ноутбуках Flashbook из коробки установлена лицензионная Windows 11 Home. В реальных условиях при работе Flashbook справляется с многозадачностью лучше. 10 вкладок в Chrome плюс документ Word без лагов. А вот в Lenovo начинает подтормаживать уже при 6 вкладках. В Photoshop оба открывают легкие проекты, но рендеринг на Flashbook чуть более быстрый, благодаря, наверное, более быстрой оперативке. И в простеньких играх разница все-таки заметна. Там, где на средних настройках Flashbook выдает стабильные 30 FPS, Lenovo около 25. Порты идентичны, но у Flashbook они все версии USB 3.2, а в Lenovo есть один USB 2.0, более старый. Зачем? Непонятно. Также HDMI, разъемы для наушников и слот для карт памяти, все это есть в обоих моделях, тут паритет. Батарея у обоих до 6 часов при умеренной нагрузке, но Flashbook заряжается по ощущениям на 20% быстрее, а блок питания у него куда компактнее, поместится в любой рюкзак. То есть в сравнении понимаем, что за меньшие деньги вы получаете столько же памяти, более стильный дизайн, удобную клавиатуру и тачпад с сопоставимой автономностью.
Flashbook Lite предлагает отличное сочетание цены и производительности, делая его превосходным выбором для тех, кто ищет мощный и доступный ноутбук. Lenovo IP1 также хорош, но с точки зрения цены и мощности Flashbook Lite выходит вперед. Если вы ищете ноутбук для работы, учебы или легкого гейминга, Flashbook – отличный выбор. Он дешевле, в чем-то даже мощнее в базовых задачах и не уступает в качестве. Ссылку на покупку ищите в описании. Ставьте лайк, если обзор был полезен, подписывайтесь на канал, впереди будет много крутых сравнений и обзоров. Пока-пока.